Представители знака зодиака Овен, Овны, мои дорогие, здравствуйте! Таро расклад. Ваше ближайшее будущее. Таро на неделю с 16 по 22 сентября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И у нас сегодня две колоды. Это как патронажа ангелов, поддержки ангелов. И оракульная колода тоже. Что нам подскажут ангелы, мы узнаем в конце нашего расклада. Раскроем эту карту. Конечно, будем реалистами, мои дорогие. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Кому интересно узнать поподробнее, прочитать гороскопы, прочитать или посмотреть другие видео, я приглашаю в описании, в инфобокс. Вы можете перейти, как и на мой сайт, выбрать статью с гороскопами, и там же есть статьи по психологии. Или перейти, посмотреть, может быть, планетарные видео, такие тоже имеются. Или с главной страницы YouTube-канала посмотреть тематические видео. У меня их тоже достаточно. Мы идем вперед. И давайте раскроем, как видят ситуацию именно на неделю карты. Что важно знать или какие энергии для вас будут более важны, будут помогать, может быть, они для вас. Чего не избежать? Неожиданности. Чему сейчас не время или что вам может помешать? А что для вас в плюс? Вот что вам в помощь? Спросим, узнаем. Что скрыто? И по основным сферам жизни, как видят карты, дела, работа, бизнес, энергия денег и личная жизнь. Показалось, что две карты, нет, одна. И спросим совет у ангелов. Какой совет дадут вам на неделю? Сама по себе неделя может быть, ну, где-то и сложновато. Почему? Потому что 18 сентября, как раз на этой неделе, начинается коридор затмений. И 18 это у нас лунное затмение в рыбах. И поэтому, ну, такие неоднозначные энергии. Кстати, у меня есть статья на моем сайте, и я приглашаю вас их прочитать. Что важно знать для вас, мои дорогие овны? А здесь больше на самосохранение, на сохранение какой-то ситуации. Может быть, не время что-то форсировать, но время наблюдать, время не рисковать своими деньгами. И вообще каких-то реваншей не планировать, сказала бы так. Четверка Земли нам говорит о том, что у тебя сейчас все под контролем. И где-то вот этот самый контроль. И знаете, то, что вы, может быть, намереваетесь сделать, но обдумать нужно этот тогда план, не отказываться от чего-то, но и не время как будто действовать. Может быть, обстановка вокруг вас, мои дорогие овны, вот как эта девушка сидит так, наводит маникюр и придавила своим весом этот сундучок. Вот, ну, попытайтесь впитать энергетику этой карты. Тут нам как будто показано 4 на 4. И нам говорят, что сейчас твоя стабильность, именно лично ваша стабильность, это приоритет всем вопросам и делам. Вы не можете собой рисковать. Вы люди быстрые, вы люди где-то импульсивные. И многие знают, как это закрутить овна, чтобы он сейчас, так, с места в карьерах куда-то помчался. Или переложить ряд своих вопросов на ваши плечи. Вот не поддавайтесь на провокации тоже, мои дорогие. Сохраняйте себя и в малом, и в большом. Неожиданности. Думайте позитивно. Не отказывайтесь от своих планов. Тройка жезлов или тройка огня в этой колоде. Это карта будущего. Это, безусловно, вот конкретно нам тут говорят о том, что мы расширяем как бы горизонт, расширяем наши возможности. То, что мы хотели осуществить, да, оно как будто сбудется, но нам еще нужно продумать наши какие-то детально первые шаги. Или, ну, дождаться подходящего момента, может быть, и это тоже нам говорит карта. У тебя как будто ты на старте, но ты сейчас не должен торопиться именно потому, что этот период может быть связан с тем, что ты как будто проверяешь, все ли ты взял с собой. Или
закрываешь некоторые вопросы, которые не могут быть продолжены. Ну, вот как и завершение, может быть, части дел, которые у вас, ну, уже были начаты прежде, и в каких-то деталях они подходят к концу. Вот вы должны это завершить. Почему? Потому что следующая карта будущего, и вас в будущем ничто не должно тянуть назад, не быть каким-то препятствием из прошлого. Поэтому как и закрыть какие-то гештальты, как и закрыть какие-то, может быть, конкретные дела, вопросы по части документов, или, может быть, это разобраться с финансовой стороной дел. И так тоже я могу предположить, но в неожиданностях как будто будущее зовет вас. Но это мы тоже еще пока не действуем. Чему сейчас не время? Не время что-то ставить искусственно на паузу или с чем-то согласиться. Не время погрузить себя в какую-то двойственную ситуацию, в мутную ситуацию, или то, когда вы возьмете на себя какие-то обязательства по отношению к человеку какому-то, или вы эти обязательства пропишете на бумаге, мои дорогие. Вот не должно ничего действительно Овна сдерживать, потому что да, сейчас не время для этого старта, но будущее вы уже стоите на пороге. И может быть поэтому нам говорят, ты... Ну, будь в тех энергиях, которые больше направлены на самосохранение. Анализируй ту обстановку, которая вокруг тебя происходит. И будь готов к этому старту. Может быть, будет удачный какой-то момент. Тогда придется действовать. Но это не время паузе. Не время паузе в каком плане? Пауза – это ведь не означает, что или мы остановились, когда олицетворение этой паузы, или мы как-то рывкообразно куда-то мчимся. Нет, вам нужно что-то среднеарифметическое. И не время альтруизму, мои дорогие. И я уже сказала, мы не берем каких-то обязательств. Часть из вас как раз могут быть очень такими закоренелыми альтруистами, понимаете, потому что, ну, где-то ваш Марс, плюс вы чаще люди оптимисты. Но вот направьте на самое себя этот оптимизм, на самосохранение. Вот еще одна карта нам говорит, да, планы на будущее ты должен строить. Ты должен быть счастлив. То, что ты хочешь осуществить, у тебя это получится. Но, может быть, вот не на этой неделе. Есть, значит, какие-то обстоятельства. Да и планетарно у нас тот период, когда нам будут возвращены некоторые вопросы, которые мы как раз должны разобраться с ними. Или их словно закрыть. Или сами в чем-то определиться. Что же вам помогает? Вы добрые люди. Могут помогать кто-то из ваших близких. Кто-то вас может поддержать по части, к примеру. У нас выпадает тройка жезлов, и есть такой момент, когда вы хотите куда-то переехать. Или у вас в неожиданностях вам могут предложить «переезжай куда-то». Меня смотрят люди из разных стран. И поэтому, может быть, вы и не собирались вот конкретно в какой-то период переезжать. Или вы допускали, но где-то отгоняли себя эту мысль. А здесь вам может быть предложено кем-то из близких, и тогда пора собираться в дорогу. Но именно собираться, мои дорогие, проверить, все ли я взял с собой, может быть и так. Нет здесь какого-то, опять же, рывка или какой-то спешки. Вам есть те люди, которые вас поддерживают. И у вас сейчас стабильное положение. Вот лично у вас. Поэтому сохраняйте себя. У вас как будто на пороге новое счастье, мои дорогие. Что скрыто? И ваша сила. Все то, что я говорила, ваши возможности. Поэтому чему сейчас не время? Не время тратить свои силы на тот сценарий надоевший, который уже 150 раз у вас проигрался. Не время притягивать какую-то прошлую ситуацию, словно так искусственно, за уши, скажем так, и пытаться заново там что-то навести порядок. Нет. Вот все, что сложилось к этому периоду, примите как данность, да, оно сложилось. И у вас выпадает карта силы, это карта умной силы, или еще я называю серого кардинала, который действует где-то из-за кулис, действует аккуратно, в нужный момент, когда он себе не вредит. Карта силы нам показана девушка, мои дорогие девочки. Это вы будете в особой силе. Все же это больше женская карта. Когда вот эти эмоции про образ льва,
наше эго, могут рваться наружу, а вам нужно это сдержать. Или не просто сдержать, а во имя самосохранения, может быть, не включиться в какой-то вопрос, не дать себя на что-то уговорить, но не дать ей пойти по какому-то импульсу тоже. Помните про серого кардинала? Ведь это, по сути дела, карта мага, волшебника, но только в женском обличии. Поэтому, безусловно, это карта мужества, сострадания и настойчивости. Да, вы можете кому-то сострадать. Вы можете понимать, что, к примеру, даже человек какой-то действует неправильно, но не время его воспитывать, и не время с ним соглашаться. Или на какие-то предложения тоже, но не время. А если мы говорим настойчивости в отношении собственных планов, здесь может быть некоторая такая, ну, как, знаете, двойственность ситуации, что раньше вы могли думать за себя и словно за кого-то еще, а карты переключают, что нет, ты вот теперь отталкивайся, может быть, ты кому-то и сострадаешь, может быть, ты и сожалеешь о том, что человек как-то поступает неправильно, или ты сожалеешь о какой-то истории, которую ты, ну, может быть, сложилась как объективно вокруг вас, но все же ваша настойчивость и ваша сила, это то, что скрыто, она должна быть направлена на собственное благо или на благо тех близких, которые вас поддерживают. У вас кто-то будет, как будто проявится на этой неделе, который вам может что-то предложить, или это может прозвучать как дружеский совет, или какая-то поддержка. И вот именно это может быть как подсказка, кто вам готов помочь буквально. Но и вы сами себе можете помочь тоже. Дела, работа, бизнес. Вот правда, тут что-то нужно завершить. Тут нужно разобраться. Первое, может быть, это как в взаимоотношениях. И второй момент – это финансы. Это взаимопонимание, какое-то нам говорят, утрачено. Всегда пятерка земли или пятерка пентаклей говорит о нехватке, о недостатке. И это может быть как, допустим, если мы про аркан именно ангелов, нам действительно кто-то приходит на помощь. Девушка как словно идет по направлению к двери, и сам ангел эту дверь открывает. Это выйти из какого-то надоевшего сценария. Может быть и по части отношений, когда они не могут быть восстановлены или не может быть найдено вот это взаимопонимание. Но значит с этим разобраться. А если есть еще что сохранять, ну тогда важные какие-то разговоры мы можем провести. А если мы говорим по финансам, то значит не время рисковать финансами. Ну, в общем-то, самая первая карта, она очень красноречивая. Есть какие-то вопросы из прошлого, которые вам действительно нужно словно упорядочить. И чтобы не было вот какого-то, ну, недостатка. Вы с чем-то должны определиться. Пока не определились, словно вот это пространство перед вами не откроет эти возможности. Вот есть такой момент. Финансы. И это карта отшельника. И здесь это тот, который идет в одиночку. И все карты, которые у нас словно вот с чего мы начали, да, и больше фокус внимания на вас самих, на ваших планах, на ваших достижениях. И, может быть, конкретно тех, которые вас поддерживают. Или это карта вашего благополучия. Поэтому тут вот именно вы сами для себя на этой неделе важны. Так и деньги где-то. Здесь, знаете, что-то может быть, как откроется какая-то тайна, а с учетом лунного затмения такое может быть вполне. Это где-то карта о том, что если отшельник выпадает, не время конкретно тратить какую-то сумму денег или что-то покупать, приобретать. Может быть, глобальная недвижимость, по крайней мере, не на этой неделе, это точно. А может быть и в ближайшие 3 недели, потому что старший аркан, он никогда не проигрывается лишь на короткий срок. Кроме того, это 9-я как бы карта здесь у нас прописана. И 9-ка, если мы по нумерологии, это всегда преддверие перемен. Поэтому вы можете не видеть какую-то обстановку, которая вас окружает, как она будет развиваться за последующие события, но оставаться на своей волне. Ведь кто такой отшельник? Он идет по своему жизненному фарватеру, по своему жизненному предпочтению. И его невозможно свернуть своей какой-то цели, намерения. Его невозможно расстроить, допустим, какими-то обидными словами.
И его также невозможно уговорить каким-то пафосом или какой-то лестью. Оставайтесь беспристрастны, сохраняйте деньги, потому что какая-то идея, она сейчас более важна, или как намерение, это более важно для вашего будущего, нежели какие-то покупки конкретно на этой неделе. Им как будто сейчас не самое время. В личной жизни что? Карты страшного суда. И здесь могут быть, безусловно, как воспоминания. Здесь карта возрождения, безусловно, и у каждого по-своему, у кого-то может произойти, когда вы съезжаетесь с вашими близкими. Вы действительно можете переехать, и будет такая возможность. Опять же, старший аркан. Поэтому где-то события, приготовьтесь к тому, что будут еще, как я уже сказала, по аркану отшельника, в ближайшие 3 недели, с учетом этой недели, они могут меняться, могут как новые какие-то известия приходить, или детали какие-то вы можете узнавать, какие-то нюансы, тонкости могут открываться, и они будут означать как раз какую-то возможность, но как будто возрождение и в личной жизни тоже. Может быть, у кого-то из вас проиграется конкретно, когда, если утрачено взаимопонимание, если отношения остались только де юре, а де-факто их уже нет, вы тоже можете, ну, словно подвести уже к финалу. Я могу такое допустить, но даже если вы не на этой неделе это делаете, как будто вот нас все же останавливают, значит, на последующем мы это просто думаем, обдумываем, как это сделать лучше. Может быть, нужно еще и, ну, где-то обратиться к юристу, адвокату, как это сделать грамотно. Вполне вероятно. Итак, а для тех, у кого, допустим, сейчас все хорошо в семье, все же нам десятка у вас выпадает, и нет вот каких-то таких глобальных проблем, все равно это как новый жизненный этап для ваших близких и вас самих, для вашей семьи. Карта возрождения, мои дорогие, новых возможностей, избавления от боли, избавления от страданий. Страдать Овну больше не хочется и не нужно, но действие нужно просто продумать, как что-то осуществить. И не в попыхах, нет. Тут должен быть холодный расчет. Помните, у вас карта силы, и мы сказали, позиция серого кардинала. И нам говорят, передумай. Не имеется в виду, что ты сказал себе «да», а потом ты скажешь «нет». А именно найди вот эти способы, как будто новые варианты сотрудничества, новые варианты ведения какого-то дела, новые какие-то возможности по части оформления документов или осуществления того, что ты намеренно уже себе в чем-то определился. Да, я буду двигаться в этом направлении, но еще какие-то детали в методах вам нужно продумать или найти более, ну, такой удобоваримый для вас вариант, или еще и одновременно дождаться какого-то нужного момента. Вот этот пункт я тоже не могу исключать. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.